Добро пожаловать, друзья, на канал Фактограф. Сегодня мы отправимся в удивительные уголки Земли, где воздух пропитан свежестью. Вода исключительно прозрачна, а природа раскрывает свою неповторимую красоту во всей своей чистоте. Мы погрузимся в мир удивительных ландшафтов, где человеческая деятельность не оставила следа разрушения, а природа царит во всей своей неприкосновенной красоте. Готовы ли вы узнать, где на Земле можно ощутить истинное единение с природой и насладиться ее чистотой до самых кончиков пальцев? Тогда не упустите шанс погрузиться в мир удивительных природных чудес и открыть для себя самые чистые места на планете. Американские Виргинские острова. Американские Виргинские острова – это владение США в Карибском море, расположенное в 60 километрах восточнее Пуэрто-Рико. К ним относятся три относительно крупных острова – Сент-Томас, Сент-Джон и Санта-Крус, а также множество мелких островов. Американские Виргинские острова имеют вулканическое происхождение. Холма Сент-Джона и Сент-Томаса покрыты плотными субтропическими лесами, крайние оконечности всех островов вечно зеленой растительностью, а по берегам бухт и заливов тянутся немногочисленные мангровые болота. В процессе колонизации большая часть животного и растительного мира была уничтожена людьми. Но на острове Сент-Джон сохранились тропические леса, которые сегодня находятся под защитой государства. Там открыт национальный парк, занимающий около 2/3 территории. Здесь ошеломляюще красивая дикая природа, чистый воздух и всегда тепло и солнечно. Новая Каледония – это кусочек Франции посреди Тихого океана. Группа островов Новая Каледония – настоящий оазис с идеальным тропическим климатом, полноводными реками и плодородной красноземной почвой. Природу здесь никто не трогал со времен динозавров, поэтому мы можем посмотреть на флору, какой она была десятки миллионов лет назад, практически в первозданном виде. Здесь есть около 4500 видов растений, 70% из которых не встречаются больше нигде. Около четверти всей Новой Каледонии занимают лесные массивы. Бирюзово-голубая вода рифовых лагун обрамляется небольшими островками, покрытыми густой растительностью лесные массивы, полупустыни, холмы, озера, пещеры делают острова внешне незабываемыми. Одна из лагун образована крупнейшим в океане рифовым барьером, который простирается на 1600 километров и занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Что это, если не рай? Кабо-Верде – это государство Западной Африки, что находится на островах Зеленого мыса в Атлантическом океане в 600 километрах от побережья континента. Страна представляет собой архипелаг и 10 крупных и 8 мелких островов. Здесь невероятно красиво. Потрясающий контраст лазурно-синего океана и желтых, иссушенных солнцем скал создают своеобразное очарование этой страны. До 16% Кабо-Верде занимают сухие щебнистые Нагорья, так называемый лунный пейзаж. Рельеф гористый, с большим количеством потухших и действующих вулканов. Скалистые берега труднодоступны. При этом каждый остров отличается от других по природе и ландшафту. Государство Кабо-Верде уникально тем, что здесь сохранилась первозданная природа. Сюда приезжают, чтобы отдохнуть от цивилизации и насладиться великолепием пейзажей и нетронутой экзотикой. Полуостров Оса, Коста-Рика. Коста-Рика – настоящий тропический рай экотуризма, самой счастливой и зеленой нации мира. Государство представляет собой тропический заповедник, обитателями которого является множество экзотических птиц и бабочек, а также редких животных. Здесь насчитывается около 70 заповедных зон. Кроме того, на территории Коста-Рики находится примерно 120 вулканов, пологие склоны которых покрывает тропическая растительность, так называемых заоблачных лесов. Одним из самых диких мест Коста-Рики является полуостров Оса. Пышные тропические леса и богатая дикая природа – вот причины, по которым полуостров Оса признан одним из самых биологически разнообразных и чистых мест на Земле. Здесь только горы и пляжи, и почти нет дорог. Повсюду лишь тропы, которые ведут к уединенным, красивым и тихим местам. Галапагосские острова, Эквадор. Галапагосские острова – большой архипелаг в Тихом океане, состоящий из 18 вулканических островов.
Эти острова являются национальным природным заповедником Эквадора, которые с 1987 года включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО из-за их уникальных природных объектов. Хорошая экология сохранилась здесь благодаря отсутствию тяжелых производств и атомных электростанций и наличию большого количества национальных парков. Также на Галапагосских островах не только великолепный климат, но и уникальный животный и растительный мир. И если вы не знали, то именно Галапагосские острова вдохновили Чарльза Дарвина на теорию эволюции. Ежегодно Галапагосские острова посещает более 170 тысяч туристов. Удивительная природа этих островов сделала их серьезным претендентом на звание нового чуда света. Национальный парк Фёрдленд, Новая Зеландия. Национальный парк Фёрдленд – самый большой на островах кусок нетронутой природы и одно из самых живописных мест на Земле, местами напоминающее декорации к фильмам. Регион расположен на юго-западном побережье Южного острова, ближайший к парку город Те-Анау. Фёрдленд – это воплощение природного разнообразия с горными вершинами, тропическими лесами, озерами, водопадами, ледниками и долинами. Только здесь и нигде в другом месте на всей планете дикие зеленые леса находятся в соседстве с древними ледниками. Сочетание сочной зелени лесов и темно-синей толщи ледников – странное и в то же время красивое зрелище. От одного взгляда на эти пейзажи захватывает дух. Кроме того, здесь самый чистый воздух на планете, ведь воздушные течения попадают во Фёрдленд со стороны Антарктиды, а ближайшее промышленное производство находится в тысячах километров. Валь-д'Орча, Италия. Один из самых живописных и экологически чистых уголков планеты расположен в центральной Италии, в регионе Тоскана. Умопомрачительные пейзажи долины Валь-д'Орча вдохновляли художников эпохи Возрождения на создание великолепных пейзажных полотен. Именно здесь деятели Ренессанса стремились воплотить в жизнь концепцию эстетического освоения природы. И до сегодня эти ландшафты сохранили первозданную красоту. В этом месте тесно переплелись эстетика природы и ее хозяйственное освоение. Здесь холмы встречаются с небом, а замки окутывают дубовые и оливковые рощи и виноградники. На западе долины возвышается гора Монте-Амиата, самый высокий недействующий вулкан Италии. В 2004 году культурный ландшафт Валь-д'Орча был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Шетландские острова, Шотландия. Отправляемся в еще одно местечко, которое практически не тронуто человеком и не забито мусором из пластика. Шетландские острова расположены на севере Шотландии, считаются одним из последних диких уголков Великобритании. Всего шотландский архипелаг насчитывает больше 100 островов, из них обитаемы всего 16. Вот почему воздух там чист и свеж, ведь природа почти не испорчена людьми. Многие из островов наделены статусом заповедника, туда можно добраться на небольших паромах и лодках на несколько часов, чтобы погулять. Особого внимания также национальный заповедник Germanes Visitor Center National Nature Reserve, который находится на острове Анст и является прибежищем для более чем 100 тысяч видов птиц. Графство Керри, Ирландия. Сама по себе Ирландия является одной из самых чистых стран на планете, а графство Керри – это не просто самое зеленое место страны, но и фантастическая локация для новых фото в Инстаграм. Просто мечта фотографов и блогеров. Графство Керри расположено на юго-западе Ирландии, на берегу Атлантического океана. Здесь прекрасно все – величественные прибрежные скалы, живописные бухты, колоритные рыбацкие деревушки, вечно зеленые долины, чистейшие озера и необитаемые острова. Береговая линия довольно сильно изрезана бухтами и заливами, которые с трех сторон омывают полуостров Дингл, Айверах и Беара. Дингл, пожалуй, самый колоритный из них. Суровый океан, неприступные скалы и извивающиеся дороги контрастируют с милыми красочными деревеньками и дружелюбными дельфинами. Кроме того, графство Керри славится своими историческими, археологическими и культурными достопримечательностями. Лапландия, Финляндия.
Теперь перенесемся в Белое царство снегов, где можно пересечь полярный круг, увидеть северное сияние и попасть в сказочную деревню, резиденцию Санта-Клауса. Зимой в регионе происходит настоящая сказка для детей и взрослых, а летом, когда снежные покровы тают, открывается суровая арктическая природа с зелеными равнинами, лесами и сопками. Не все знают, что Лапландия находится в составе Финляндии и является одной из областей страны. Девственная природа, а также благоприятная экологическая обстановка вывела Лапландию в лидеры среди самых чистых мест на Земле. Здесь не только можно окунуться в сказку, но и подышать чистейшим воздухом. Среднее содержание микрочастиц пыли в этом регионе не превышает 6 микрограммов на кубический метр. Один из самых низких показателей в мире. В Лапландию мечтают попасть все. И те, кто желает уединиться в окружении естественной природы, и те, кто обожает разнообразные развлечения и праздничные шоу. Папуа-Новая Гвинея. Эта страна занимает более 200 островов и прочих мелких рифов, лежащих между Малайским архипелагом, самым большим на планете, столь же обширной Океанией и Австралией. Острова этого государства окружены тысячами рифов, лагун, подводных плато, на которых бурлит уникальная морская жизнь. Тут же можно погрузиться в мир затонувших кораблей, которые пропали с лица Земли еще во времена эпохи великих географических открытий и Второй мировой войны. За пределами вполне современной столицы можно найти лишь нетронутые джунгли с потрясающей природой, многочисленные вулканы, высокие плато и горы, сотни рек и прячущиеся под сенью густых лесов поселения древних племен. Биологическое разнообразие Новой Гвинеи просто потрясающе. Здесь водится вдвое больше живых существ, чем во всей огромной Океании вместе с Гавайями. Из-за труднопроходимой местности и высокой стоимости развития инфраструктуры природа осталась нетронутой, а экосистема – первозданной. Самым чистым местом на планете признана Антарктида, вернее, территория, которая ее окружает. Ученые из Государственного университета Колорадо заявили, что этот регион меньше всего пострадал из-за деятельности человека. По их выводам, самым чистым является воздух, который питает нижние слои поверхности вблизи Антарктиды. Географическое расположение Южного океана, что омывает континент, защищает регион от антропогенного влияния на биосферу с других континентов планеты. Об этом говорится в представленном на ресурсе pnas.org исследовании, где публикуются материалы Национальной академии наук США. Результаты исследования показали, что Антарктида изолирована от распространения микроорганизмов и отложения питательных веществ с южных континентов. Таким образом, воды, омывающие Антарктиду, одно из немногих мест на планете, которое не подверглось загрязнению, негативному влиянию нашей цивилизации. Выводы напрашиваются сами по себе. Деятельность человека и технологический прогресс наносят непоправимый вред нашей планете, разрушая ее природные экосистемы и загрязняя ее. Отказаться от всех благ цивилизации и жить как первобытные люди мы не можем. Но мы должны изо всех сил стараться минимизировать негативное влияние. На этом у нас все, друзья. Делитесь с нами в комментариях, в какое из этих мест вы бы с удовольствием отправились прямо сейчас, если бы вам выпала такая возможность.